В самом начале я полностью подготовлю тыкву. Небольшой кусочек, у меня здесь 200 грамм, натираю на мелкой терке. Натирать тыкву достаточно легко, и к ней уже больше не возвращаемся. А сейчас я быстро замешаю тесто. И чтобы оно быстро поднялось, начну с активации дрожжей. В теплое молоко всыпаю дрожжи, немного сахара и все перемешиваю. Пока я буду замешивать вторую часть теста, мои дрожжи хорошо поднимутся. В глубокую миску вливаю 2 яйца. Сюда же всыпаю оставшийся сахар, немного соли на кончике ножа, а также 3 столовые ложки рафинированного растительного масла. Всю массу перемешиваю до полного растворения сахара. Как хорошо, что тыква уже подготовленная, и теперь я ее соединяю с яичным тестом. Также все быстро перемешиваю. Дальше все очень легко. Добавляю к тыквенному тесту дрожжи. Сразу же начинаю вводить порциями муку. Не старайтесь добавлять муки много, чтобы тесто не стало впоследствии резиновым. Добавляем по чуть-чуть и перемешиваем. Затем минут 10 я замешиваю тесто руками. Тесто получается вот такое нежное, немного липнущее к рукам. Закрываю его пищевой пленкой или полотенцем и отправляю в теплое место. В моем случае это нагретая духовка. Тесто отдыхало в течение часа, и оно просто отлично поднялось. Сейчас начинается мой любимый этап – разделка теста. Перекладываю его на доску, немного подпыленной мукой. Мне нужно разделить его на 12 частей. Надеюсь, вам видно, насколько тесто мягкое и воздушное. С ним очень приятно работать. Формировать булочки тоже очень легко. Просто подтягиваем к низу тесто, защипываем и подкручиваем слегка на ладони. Я оставляю булочки прямо на столе на 20 минут, а затем смазываю их смесью яйца и молока. Духовка уже нагрета до 180 градусов, и булочки будут выпекаться в течение 25 минут. Друзья, ведь правда красота получается? Самое интересное, что никто не верит, что в булочки входит тыква. Просто получается безумно вкусно, без намека на тыкву. Очень жду ваше мнение в комментариях и приятного всем аппетита!